Всем привет! Это влог из поездки в Великий Новгород, спонсорский контент. И мы проезжаем сейчас отель Сухов. Мы хотели поспать здесь, потому что до Новгорода ехать долго, почти 8 часов. И на полпути мы решили поспать в 2 часа ночи. Отель Сухов. Отель Сухов, находящийся в местечке, которое воняет навозом и которое отказывается открывать нам дверь. А потому мы сделаем им такую антирекламу. Итак, наступило утро, а мы все еще не в Новгороде. Вот так бывает. Мы ехали и доехали до Торжка. Вещайте, сударь. Я еще до конца не проснулся, и мой речевой модуль может работать неправильно. Полюбуйся, в Крыму продают троллейбус Шкода 9 всего лишь за 700 тысяч. Я предлагаю покупать, как ты думаешь? Конечно. Я набираю тогда номер продавца. Алло, здравствуйте. А вы троллейбусов Шкодов продаете? Красивая. Они не продают троллейбусов Шкодов, они их просто показывают. Ну и ладно. Мы же в Великом Новгороде. Здесь есть Шкоды. Ах да, точно. Вот куда мы ехали всю эту ночь. Итак, друзья, Великий Новгород. Древний русский город на реке Волхов между Москвой и Петербургом. До Москвы примерно 550 километров, до Петербурга примерно 150. Город основан в 859 году, если верить летописи Никона. Однако археологи считают, что он появился в начале X века. Поскольку город в свое время не подвергся татаро-монгольскому нашествию, в нем сохранилось много прекрасной древнерусской архитектуры, например, Софийский собор. Но мы, как всегда, начинаем наш выпуск на советской окраине, рядом с зданием бани номер 7 1989 года постройки. Это проспект Александра Корсунова, и мы приехали сюда потому, что здесь много маршрутов городского транспорта, которые нас и интересуют – автобусы и троллейбусы. В Великом Новгороде много новых автобусов, вот таких вот низкопольных, газовых ЛиАЗов 5292. Также весьма интересен вот этот бело-зеленый автобус. Он бело-зеленый, потому что передан из Москвы и называется ЛиАЗ-6213. Ну и, пожалуй, самый интересный автобус Великого Новгорода – ЛиАЗ-6212. Более ранняя серия – высокопольный автобус. Предшественник модели 6213. Более подробно вам скоро о нем расскажет наш автобусный эксперт. Троллейбусная система Великого Новгорода появилась в 1995 году и стала первой троллейбусной системой в России, построенной после распада Советского Союза. Длина линии составляет почти 27,5 километров, и в лучшие годы здесь курсировало 5 троллейбусных маршрутов. Один из троллейбусов Великого Новгорода – это Троллза Мегаполис, переданная из Москвы. Низкопольный троллейбус из 2013 года. Какая ностальгия! Такие троллейбусы ездили рядом с моим домом. Спасибо Сергею Семеновичу, что избавил мою улицу от дурацких троллейбусных проводов. Нет. Также в Великом Новгороде есть не слишком интересные троллейбусы ВМЗ-5298, которые представляют собой коробки на колесах. Но самые интересные троллейбусы Новгорода – это, конечно же, Шкода 14 вологодской сборки. Новгород получил 5 таких троллейбусов в 1998 году. И на сегодняшний день это последние троллейбусы Шкода в России. До недавнего времени троллейбусы Шкода можно было также встретить в Вологде. Но, конечно же, там от них уже успешно избавились, насколько я знаю, даже не оставив ни одного экземпляра на память.
А если вы хотите прокатиться в Шкодах 14 за пределами России, то добро пожаловать в Украину, в страны Прибалтики, а также в Чехию, где эти троллейбусы до сих пор возят пассажиров, и даже там есть такие же троллейбусы, только гармошки. А раз троллейбусы Шкода 14 такие редкие, то, само собой, они и стали главной целью нашей сегодняшней поездки в Новгород. И поэтому, если мы в них не покатаемся, то можно будет всю эту поездку сливать коту под хвост. А вот и Шкода 14. Как хорошо, что она на маршруте, и как печально, что я не успею добежать до остановки, чтобы на ней прокатиться. И как назло, единственная Шкода, которую выдали сегодня на маршрут, обклеена рекламой. Фу, как некрасиво. А теперь мы приехали на какую-то окраину Великого Новгорода, чтобы сфотографировать автобус ЛиАЗ-6212, какой-то там модификации, которая едет по первому маршруту. Это весьма интересный автобус. Кстати, вон он. Ой. Ой. Ну что, сфотографировал автобус? Фотографировал. И что же это за автобус такой, рассказывай? О, это интересный автобус. Это автобус ЛиАЗ-6212-70, газовая модификация автобуса ЛиАЗ-6212. Был построен в 2007 году. Поступил в город Тольятти, что в Самарской области. И до 2011 года трудился там. После был передан в Великий Новгород, где работает и по сей день. Высокопольный автобус особо большого класса, то бишь с гармошкой, с задним моторным расположением двигателя. В Москве были аналогичные автобусы, правда не газовые, а обычные дизельные. И работали такие автобусы в Москве примерно до конца 2014 года. А теперь мы приехали на какой-то проспект, чтобы сфотографировать еще один автобус. МАЗ-107. Дружище, рассказывай про МАЗ-107. Кроме вышеупомянутого ЛиАЗа 6212-70, в городе есть еще интересные автобусы очень большого класса, ОБК. В данном случае речь идет о автобусе МАЗ-107 ранних годов выпуска, то есть до рестайлинга, до 2009 года. Это полунизкопольный трехосный автобус. Сюда, в Великий Новгород, они попали из Москвы преимущественно. Как я уже сказал, эти автобусы весьма для нас интересные, так как вызывают у нас чувство ностальгии и приятные воспоминания. А более подробно об этом автобусе можно посмотреть в нашем видео про Рязань. Да вот же он, смотри, едет! О, отлично, не пришлось долго ждать, шикарно, скорее снимать. Я нахожусь рядом с троллейбусным депо Великого Новгорода. Как я уже говорил, троллейбусное движение запущено в 1995 году. Однако сейчас, в 2023, почему-то пошли разговоры о том, чтобы закрыть движение троллейбусов в Великом Новгороде. Я категорически осуждаю такую затею. И хочу сказать вам, друзья, что без троллейбуса Великий Новгород не обретет ничего. Разве что кроме статуса очередной огромной деревни на 200 тысяч жителей без электротранспорта, вроде Твери. Какое отличное сравнение с Тверью, но даже здесь Великий Новгород обходит Тверь с ее транспортной реформой. Ведь здесь сохранили автобусы особо большого класса, автобусы-гармошки, 15-метровые автобусы вроде МАЗа-107 и других ему подобных. А в Твери обновление подвижного состава произошло исключительно за счет автобусов большой, преимущественно средней и малой вместимости, то есть обычных маршрутов. Что имеем по итогу? Великий Новгород – это типичный российский город с прекрасным древнерусским Кремлем, с красивым историческим центром, с унылыми спальными окраинами, с троллейбусной системой, которая давно уже не перерастала новыми линиями и находится на грани вымирания. В городе есть много проблем, но в нем есть и много хорошего. И пока по городу ездят троллейбусы и интересные автобусы, лично я сюда приезжать буду, чего я вам желаю. Стоит сказать, что в Великом Новгороде, для меня, как для автобус-мастера, есть большое количество интересных автобусов. Это и упомянутые выше ЛиАЗы 6212, ЛиАЗы 6213, ЛиАЗы 5256, ЛиАЗы 5293, Нефазы, Волжанины, в конце концов, которые, к сожалению, мы так ни одного не увидели, МАЗы 107, 103. Да это же просто кладезь! Невероятно! И все это в одном городе.
А с вами были Игорь Абросимов и автобус-мастер из прекрасного и древнего Великого Новгорода. Новгородцы, я еще раз желаю вам сохранить ваш троллейбус. Не дайте властям превратить ваш город в один из сотен других, которые лишились электротранспорта полностью. Троллейбус – это ваше преимущество, которое уничтожить легко, а восстановить в современных условиях практически невозможно. До новых встреч и увидимся в следующем видео.